В вашем доме есть вазелин? Если нет, вы даже не представляете, сколько возможностей упускаете. Этот скромный продукт способен заменить десятки дорогих средств, выручить в критической ситуации и стать настоящей находкой для здоровья и красоты. Сегодня я расскажу вам о неожиданных и малоизвестных способах использования вазелина. И уверяю, в конце видео вы убедитесь, что он должен быть в каждом доме. Вазелин появился благодаря нефти. В XIX веке молодой химик Роберт Чесбро работал на нефтяных скважинах в Пенсильвании, США. Он заметил, что рабочие часто использовали густую липкую субстанцию, которая скапливалась на буровых установках. Они называли ее нефтяное желе и наносили на порезы и ожоги, так как замечали, что она помогает заживлять раны. Будучи химиком, Чесбро задался вопросом, что это за вещество и можно ли его использовать в медицине. Он отправился в свою лабораторию и несколько лет занимался очисткой этого сырья. В результате ему удалось выделить чистый нефтяной вазелин, который обладал уникальными свойствами. Название вазелин произошло от сочетания немецкого слова «Wasser» — «вода» и греческого «елеон» — «илайо» — «масло», ведь по своей структуре вазелин напоминает нечто среднее между водой и маслом. Вазелин для здоровья. 16 неожиданных способов применения. Перше спасение для потрескавшихся губ. Если у вас обветренные, потрескавшиеся губы, вазелин — идеальный бальзам. Он не только увлажняет, но и создает защитный барьер, предотвращая дальнейшее повреждение. Способ применения. Нанесите небольшое количество вазелина на губы перед сном или перед выходом на улицу в морозную погоду. Вторая защита кожи в мороз. Зимой вазелин — незаменимый помощник. Он предотвращает обморожение и защищает кожу от ветра и холода. Способ применения. Перед выходом на улицу нанесите тонкий слой вазелина на щеки, нос, губы и руки. Третье. Лечение мелких порезов и царапин. Вазелин образует защитный слой, предотвращая попадание грязи и инфекции в рану, а также удерживает влагу, ускоряя заживление. Способ применения. Нанесите тонкий слой вазелина на рану и накройте ее пластырем. Четвертая помощь при ожогах. Если у вас легкий ожог, например, от утюга или горячей воды, вазелин поможет уменьшить боль и предотвратить образование пузырей. Способ применения. Охладите ожог холодной водой в течение 50 минут, затем аккуратно нанесите тонкий слой вазелина. Пятая — борьба с сухостью кожи вокруг носа при насморке. Частое сморкание во время простуды раздражает кожу вокруг носа, вызывая покраснение и шелушение. Вазелин смягчает кожу и ускоряет ее восстановление. Способ применения. Наносите небольшое количество вазелина на раздраженные участки несколько раз в день. Шестое. Увлажнение сухой кожи рук и ног. Вазелин — отличное средство для глубокого увлажнения сухих пяток, локтей, коленей и рук. Способ применения. Перед сном нанесите вазелин на проблемные зоны и наденьте хлопковые носки или перчатки. Седьмое. Успокоение кожи после бритья. После бритья кожа может раздражаться, появляться покраснение и зуд. Вазелин снимает раздражение и увлажняет кожу. Способ применения. Нанесите тонкий слой вазелина на кожу сразу после бритья. Восьмое. Облегчение симптомов экземы и псориаза. Вазелин помогает при зуде, шелушении и сухости, так как создает защитный барьер и удерживает влагу. Способ применения. Наносите вазелин на пораженные участки несколько раз в день. Девятое — ускорение заживления потрескавшихся кутикул. Если у вас сухие воспаленные кутикулы, вазелин поможет их смягчить и предотвратить появление заусенцев. Способ применения. Втирайте небольшое количество вазелина в кутикулы перед сном. Десятый. Защита кожи при окрашивании волос. Чтобы краска для волос не оставляла пятна на коже, используйте вазелин как защитный барьер. Способ применения. Нанесите вазелин по линии роста волос перед окрашиванием. 11. Борьба с опрелостями. Вазелин помогает предотвратить раздражение кожи как у младенцев, так и у взрослых. Способ применения. Наносите вазелин на кожу в проблемных местах после каждого купания. 12. Смягчение заусенцев и трещин на пальцах. Зимой кожа на пальцах часто трескается, вызывая боль. Вазелин защищает и смягчает. Способ применения. Перед сном нанесите вазелин на пальцы и наденьте хлопковые перчатки. 13. Лечение геморроя.
Вазелин помогает уменьшить боль, раздражение и облегчает процесс дефекации. Способ применения. Нанесите тонкий слой вазелина на проблемную область перед и после посещения туалета. 14. Устранение зуда после укусов насекомых. Вазелин снимает зуд и раздражение, предотвращает расчесывание. Способ применения. Нанесите вазелин на место укуса. 15. Защита от натирания кожи. Если у вас натираются бедра, подмышки или ступни, вазелин поможет уменьшить трение и предотвратить раздражение. Способ применения. Нанесите вазелин на проблемные участки перед длительной физической активностью. 16. Ускорение заживления татуировок. После татуировки кожа нуждается в увлажнении и защите от инфекции. Способ применения. Наносите вазелин тонким слоем на свежую татуировку по рекомендации мастера. Вазелин в быту – полезные лайфхаки. Первая защита обуви от влаги и соли. Зимой обувь страдает от воздействия соли и влаги, что приводит к ее быстрому износу. Вазелин создает защитный барьер, делая обувь водоотталкивающей. Способ применения. Нанесите вазелин на кожаную обувь, разотрите мягкой тканью и отполируйте. Вторая. Смазка для молний и замков. Если молния заедает, не спешите выбрасывать вещь. Вазелин поможет восстановить ее работу. Способ применения. Нанесите немного вазелина на зубчики молнии с помощью ватной палочки, затем несколько раз проведите замком вверх-вниз. Вазелин — это не только косметическое и лечебное средство, но и незаменимый помощник в быту. Он поможет вам сэкономить деньги, решить неожиданные проблемы и даже продлить срок службы вещей. Дополнительные лайфхаки с вазелином. Первое — продление аромата и горение свечей. Хотите, чтобы свечи горели дольше и равномерно? Вазелин поможет. Способ применения. Перед зажиганием смажьте фитиль вазелином. Это замедлит его горение и продлит срок службы свечи. Вторая — чистка кожаных изделий. Со временем кожа теряет блеск и становится сухой. Вазелин поможет восстановить ее мягкость и сияние. Способ применения. Нанесите небольшое количество вазелина на кожаную сумку, кошелек или ремень, втирайте круговыми движениями, затем отполируйте мягкой тканью. Третья — борьба с муравьями. Если муравьи заползают в дом, вазелин станет натуральным барьером. Способ применения. Намажьте вазелином щели, плинтусы и другие места, через которые проникают насекомые. Муравьи не смогут преодолеть скользкую поверхность. Теперь вы точно убедились, что вазелин — это не просто обычная баночка из аптеки, а настоящий универсальный помощник в доме. Мы разобрали 16 неожиданных лайфхаков, которые помогут вам сэкономить деньги, продлить срок службы вещей и сделать повседневные задачи намного проще. Какой способ вам понравился больше всего? Может быть, у вас есть свои уникальные способы применения вазелина? Обязательно напишите в комментариях. Давайте делиться полезными идеями. А теперь важный момент. Если вам понравилось это видео, и вы хотите узнавать еще больше крутых лайфхаков, полезных советов и проверенных методик, обязательно подпишитесь на канал. Почему это важно? Вы не пропустите новые интересные видео, которые помогут сделать вашу жизнь проще и удобнее. Впереди еще больше полезных тем и неожиданных способов применения привычных вещей. Спасибо, что были с нами. Берегите себя, оставайтесь в курсе полезных лайфхаков и до встречи в следующих видео.